Хотела сделать красивую картинку, поставила вон там цветочек. Видите? Цветочка вообще уже не видно. Ну, придется мне их убрать. И цветы придется тоже убрать. Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Если кто не знает, вы на моем парфюмерном канале. И пока не забыла, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я наконец-то начала его вести. Я там рассказываю про парфюмерию, естественно, про новинки, которые я уже потестила. Сначала я пишу там про котов. Конечно, про котов рассказываю, про своих. Если вы только присоединились, то предыстория небольшая. Мы нашли на улице котов, точнее мой муж, котят 2- или 3-недельных. И в итоге их взяли себе. Вот они с нами живут. Им уже почти полгода. И многим интересно, как они вообще себя чувствуют, как себя ведут. Они классные, забавные. Я выкладываю что-то про них в Телеграме. Ну, иногда они тут появляются. Вот. Что еще? Ну и про жизнь в Испании. Там тоже что-то иногда выкладываю. Все, друзья. Сегодня мы поговорим про очень стойкие ароматы, про монстры стойкости, как их называют на YouTube. И начну со своего нового парфюма. Это вот в таком красивом флаконе. Флакон просто шикарный, черно-белый. Я вообще обожаю черно-белый, но в то же время его форма, да, такая ориентальная, восточная форма флакона, точнее с отсылкой к востоку, но в ЧБ. Мне это очень нравится. И кисточка просто, ну такая милота, эта кисточка. Давайте поговорим о том, что же здесь внутри. Сразу скажу, что это аромат для тех, кому нравятся ароматы типа кирки. Сейчас их немало уже есть на парфюмерном рынке. И вот это один из вариантов. Когда я нанесла этот аромат на блотер, то мне показалось, что это, это будет прям, вообще как кирки звучать, шлейф, стойкость. Но на самом деле отличия есть. Во-первых, для меня это аромат в первую очередь про яблоко. Причем я его носила в жару. И в жару для меня это было такое свежее яблоко. Даже какая-то в нем такая шампунистость в хорошем смысле. То есть чистота. Либо мыло яблочное. То есть какая-то чистота есть в аромате. А вот сейчас прохладно. У нас сегодня даже дождь идет вот вечером. И я в этом аромате больше чувствую яблочный леденец. То есть появляется сладость, какая-то сахарность в аромате. Но давайте пройдемся по пирамиде. Здесь заявлено Но давайте пройдемся по пирамиде. Здесь заявлено зеленое яблоко, гуава в верхних нотах. Вот на моей холодной коже громче и дольше всего звучит именно зеленое яблоко. Точнее, оно вот на моей коже звучит до самого конца звучания аромата. Хотя я не знаю, где он заканчивается, до душа. Вот так бы я сказала. В средних нотах сладкие ноты, бабатанка, персик, апельсин. Я почему-то чувствую яблоко. Какие-то еще тропические фрукты это может давать гуава. Вот персика, апельсина я не чувствую. Белый мускус, белые цветы и ваниль. Я, кстати, еще вот в холод почувствовала какой-то оттенок черного чая с сахаром, с очень большим количеством сахара. Опять же, я думаю, что это чисто индивидуальное восприятие. Мне кажется, вот этот мускус, который тут есть, да, похожий на кирки, вот в нем каждый найдет что-то свое. Кто-то пишет про какие-то потные подмышки. Я ничего такого не чувствую ни в кирке, ни в этом аромате, ни в Rose Mask. Тоже про него так говорят, не чувствую я вот этого там. Возможно, у меня холодная кожа, и на мне аромат открывается в основном верхними нотами. Может, просто у меня не доходит до этого звучания. Вот. Отличие от кирки есть. Кирки на мне лично он прям лежит таким тяжелым пластом фруктов, мускусов. Прям вот
тяжело в нем дышать, особенно если прохладно. Если жарко, то да, он даже освежает. А вот чуть-чуть до 25 градусов опускается температура, все, на мне он прям, меня он душит беспощадно. А этот аромат, он звучит такой фруктовой, яркой, насыщенной дымкой. Но слово «дымка» не означает, что этот аромат не стойкий или не шлейфовый. У него есть шлейф, у него есть стойкость, но он более нежный, и он может, так сказать, помолчать. Знаете, есть ароматы, которые вот ты сидишь, и он не высовывается. Ты пошел, да, началось какое-то движение или ветер, и аромат начинает шлейфить. Вот этот так себя и ведет. Кирки нет. Вот кирки, если ты нанес, то двигаешься, ты не двигаешься, кирки будет звучать. А этот аромат все-таки отличается. Он нежнее, но на блотере он вел себя вот прям как кирки. Я не знаю, почему такая особенность. Он именно на коже почему-то вот как будто с ней сливается. Ну, наверное, еще многое зависит от химии кожи, от того, горячая она, холодная. Наверное, от этого тоже много зависит. В общем, я довольна. Мне кирки теперь не надо, потому что у меня кирки очень долго висела в хотелках, но меня в нем очень смущало то, что я все время буду париться на тему, а вот я сейчас душу людей или нет? А вот можно сейчас его надеть, когда я, допустим, иду, ну, всего лишь-то в магазин. Я реально боялась, что я даже в магазине людей буду душить им. Еще меня смущало, что я смогу, ну, очень редко его носить, только прям вот в самое пекло, да, вот в самую жару, а все остальное время аромат будет скучать. И поэтому он так и висел долго-долго в хотелках. А теперь, конечно, он оттуда уйдет, потому что мне вполне достаточно вот этого аромата, который, на мой взгляд, более универсальный. Но про стойкость. Он очень стойкий. Вот я не знаю, когда он перестает звучать, потому что я раньше принимаю душ. На волосах он оставался дня 2. Я мою голову раз в 2 дня. Он оставался вот 2 дня. Я его слушала таким уже нежным, яблочным. Да, я чувствую яблочно-мускусный шлейф. Давайте дальше. Аромат из той же серии, да, сразу расскажу тем, кто вот прям любит такие ароматы из области кирки, сразу про все расскажу. Это Грити, Туту. У меня есть еще Туту Бланк, но вот этот просто Туту, и это прям супер термоядерная версия. Здесь тоже есть яблоко, но тут скорее яблочные пастила. Вот тот аромат посвежей, а этот прям такой терпкий, сладкий, яблочный, очень-очень стойкий. И он такой, знаете, у него как будто есть такая текстура плотная. Он не пудровый, но вот можно сравнить, знаете, есть такая рассыпчатая пудра, да, вот тот, допустим, аромат, а это компактная пудра, он прям такой сбитый. Вот, и я его тоже люблю. Но вот этот я ношу в жару, а Туту Бланк я могу носить и в прохладное время. Он не уступает по стойкости, но вот я говорю, он как-то ведет себя поинтеллигентнее, не так кричит громко. Так, дальше опять давайте Грити. Это Жаклин, в первую очередь лавандовый. Лаванда тут как будто бы немножечко такая сухая. Тут есть еще чай мате, есть лист фиалки, фрезия, мускус, ваниль, бавазанка, зеленые ноты и миндаль. Если честно, я чувствую скорее такие зеленые ноты в аромате, но вот зеленый миндаль, как тут заявлено, я не чувствую отдельно. Очень хорошо прослеживается лаванда и чай мате, и мускус, опять же, да, вот с отсылкой к тому самому мускусу кирки. Мне удивительно, потому что некоторые люди говорят, что этот мускус, он какой-то грязный, а для меня наоборот, вот этот мускус про чистоту. Восприятие здесь очень играет большую роль, поэтому вот эти ароматы вслепую брать вообще не стоит никому, и никогда надо их обязательно тестить. Так, класс.
Друзья, посмотрите, кто к нам пришел. Тут на самом деле еще тихо ходит. Они все проснулись. Следующий аромат – это Насамато Narcotic Venus. Очень стойкий аромат, очень шлейфовый. И вот с ним надо быть осторожными. Это белые цветы, очень красивые. Но осторожней тем, кто не любит лилии в парфюмерии. Здесь она прям очень хорошо чувствуется. Тубероза, жасмин. И я чувствую тут мускус, но он не заявлен. Тут заявлены специи. Они тоже тут хорошо ощущаются. И тубероза здесь фруктовая. Здесь есть в начале вот прям такое ощущение фруктов. Аромат, как и все ароматы из подборки, только после затеста. Никогда не берите вот эти вот все ароматы вслепую, потому что они очень яркие, очень индивидуальные, и это либо любовь будет, либо прям вообще ненависть к этому аромату. Предупредила вас. Так, следующий аромат – это Delina Exclusive. Delina, конечно, тоже супер стойкая, но вот это вот ее превосходит. Вот тут один пшик, и он звучит, я не знаю, несколько дней. На одежде вообще вечность. И вот что его отличает, что вот как ты его нанес, как он звучит вот в данный момент, так он и будет звучать до самого последнего момента. Опять же, мы не знаем, где этот момент. Я лично его не видела ни разу, потому что я, конечно, его смываю в душе с себя. Но я в душе еще чувствую, кожа разогревается, и он еще там в душе продолжает шлейфить. В принципе, все эти ароматы вот так вот себя ведут на холодной коже, потому что, есть такая особенность, часто я смываю с себя аромат и чувствую, как он благоухает. Так, и последний аромат в сегодняшней суперстойкой подборке – это Modern Words от Ksyrdjov. Больше, чем слова. И это отражает суть этого аромата. Он, правда, громче, чем слова. Вот я бы сказала, громче, чем слова. Он очень шлейфовый, супер стойкий. Но знаете, в чем его особенность? Это был первый аромат в моей коллекции, такой стойкий и шлейфовый. И я тогда не знала еще, до меня еще тогда не дошло, я была неопытная, что такие ароматы могут забивать рецепторы очень быстро, и тебе будет казаться, что на тебе уже его нет, ты его уже не чувствуешь, и никто не чувствует, но это не так. На самом деле можно душить людей им. Я это поняла, когда я нанесла один пшик буквально. Мы пошли с моим мужем в продуктовый магазин, в супермаркет, и он меня нашел где-то там в другом конце по запаху, просто подошел, говорит, я просто шел на этот аромат. И тогда я поняла, насколько он стойкий, шлейфовый, громкий, и как, наверное, я душила людей, потому что тогда я им пользовалась, везде могла его, даже, я помню, на учебу пришла, и, слава богу, это был не институт, это было более свободное место, это была театральная студия, но я пришла туда вот в этом аромате. Хотя не знаю, как там потом люди обо мне отзывались за глаза. Никто мне, конечно, ничего не сказал, но я думаю, что могли подумать, что что-то я как-то переборщила. В общем, здесь у нас роза. Яркая очень роза, восточная роза. Здесь дерево, дорогое, благородное. И тут, по-моему, не заявлен мускус, но я его чувствую. Это еще не кирки. Кирки, по-моему, появился попозже. Но это тоже такой модный в свое время мускус. И вот, мне кажется, Ksyrdjov первый это сделал, а потом он даже у масс-маркета стал появляться. И я стала встречать вот шлейф этого аромата очень много где, но я понимаю, что вряд ли все себе купили вот этот нишевый парфюм. Скорее всего, его очень хорошо подделали в масс-маркете, по крайней мере, в шлейфе. И, я прям довольно-таки остыла к нему. Во-первых, подустала из-за его громкости. Во-вторых, я стала все-таки его очень редко надевать в определенные места, в открытые пространства.
либо зная, да, что там люди тащатся от этого парфюма, его надевать. Но это очень редко происходит, очень. Вот в театр, в самолет, ну, то есть закрытое пространство, где люди не могут встать и выйти, если им не нравится, и помещение не проветривается, да, там нет сквозняка, я бы не рискнула. Вот, вот так вот. Друзья, конечно же, это не все ароматы, которые такие супер стойкие, которые есть у меня в коллекции. Есть, конечно, и люкс супер стойкий, но вот мне хотелось сделать такую подборку именно нишевых ароматов, именно тех, которые я люблю, я ношу, но они очень спорные. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я вам всем желаю прекрасного настроения, всего самого хорошего, самого доброго. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Thank you.